Даже в самой материальной материи, даже в камне разделение исчезает после изменения вашего сознания. Весь мир – это разные степени концентрации, разные режимы вибраций в одном и том же, но разные. Так вот, в Евангелии от Фомы есть слова Иисуса о единстве мира, если помните. Там сказано: «Разбей камень, и найдешь меня там». Не Иисуса, а вибрации новой жизни, которую Он собой представляет. Мы думаем, Иисуса найдешь там, да, разбей. Нет, божественная, основу всего сущего в камне, она тоже есть. В животном мире, в растительном мире. Ты становишься частью всего. А к словам матери о единстве мира Сатпрем добавляет следующее. Математическая модель, единая теория поля Нобелевского лауреата Гельмана, это теория кварков, она давно была, эта теория, сейчас это еще более, так сказать, углубилась, да, в познании мира. Вот. Так вот, в теории поля Нобелевского лауреата Гельмана странным образом сближается с восприятием матери, поскольку материальный мир состоит лишь из электромагнитных волн очень высокой частоты. Согласно этой теории, сама материя – это сгусток волн в тот момент, когда они преодолевают некий частотный порог. Таким образом, наше восприятие пустого, полного, твердого и проницаемого оказывается лишь различием частоты режимов вибраций в одном и том же. То есть единая базовая вибрация, которая лежит в основе мироздания. Она собирается в пакеты со все возрастающей плотностью, и в каждом плотном материальном объекте все равно находится, как изначальный строительный материал, пакетированная или спрессованная, это вибрация, единая вибрация радости, благодати, как хотите. Только она затмевается там, любая плотная структура скрадывает эту благодать, скрадывает эту любовь, любая человеческая структура эгоистическая тоже скрадывает эту благодать, скрадывает эту любовь, скрадывает радость существования. Она должна проявиться в этой игре. Вот и все. И наше тело, вот в испытаниях или вот в ощущениях вот этого нового сознания, ощущениях нового мира, нового качества жизни, это уникальный прибор, изобретенный Господом Богом. Прибор, самый чувствительный. Ведь никакой физик не сможет создать прибора, который бы изначальную вибрацию, вот ту, которая лежит в основе мироздания, смог уловить. Можно уловить какую-то материальную составляющую, но я сомневаюсь, что изначальная структура, она никак не может быть уловлена. Но как может быть уловлена благодать или любовь, которая содержится в этой вибрации? Как? Никак. Только человек может это ощутить. Мы самый чувствительный, суперчувствительный прибор физический, который создал Господь Бог. И невозможно изобрести такой прибор, который бы что-то божественное, человеку невозможно, смог уловить. Почему? Потому что из божественного все происходит. Этот прибор – это уже вторичное порождение, это порождение божественного. Само божественное он ощутить не может, каким бы он совершенным ни был. А человек может, поскольку его сознание изначально оно не программировано никакими человеческими моделями, там, правилами, механизмами. Мы просто живем как порождение Господа. Вот и все. Изначально несем в себе вот то вибрационное начало, которое существует в мире. Вот. Не так давно прозвучала мысль, что на суперсовременном, супердорогом ускорителе элементарных частиц в Швейцарии, там коллайдер изобрели какой-то, да, круговой, вот, открыли частицу Бога, которая живет, какие-то 100-миллионные доли секунд. Частицы Бога. Что они там открыли? Я вам примерно могу сказать, что они там открыли. Примерно, я могу вам аналогию привести. Разогнали огромный поток частиц, разогнали до сумасшедшей скорости, поставили некие, мишени, допустим, там ядра каких-то элементов. И вот эти ядра разбиваются вдребезги этим потоком частиц. Появляются осколки. Вы разбили тарелку. Ну и что? Вы разбили кусок тарелки от частицы Бога, что ли?
Просто разбомбили ядро. И разлетелось оно в мелкие осколки. Где частица Бога? Покажите. 100-миллионная доля она существует. Ну, это бред какой-то. В общем-то. Ну, вы же в этом ничего не понимаете, а есть понимающие люди. Вам говорят, вы верите. Приборы есть? А? Разве есть такие приборы, которые могут зафиксировать? Что? Разве есть такие приборы, которые могут зафиксировать это? Да, прибор-то есть. Вот в приборах-то, ну, треки или следы, нейтрино, вот нельзя же частицу определить. Она ни веса, ни массы там не имеет, проникает через все. Но следовая реакция вот в камерах, которые могут опять, след остается, а ее нету. Кстати, на Байкале здесь вот как раз есть эта станция, которая где-то там, даже на глубине, там в воду проникает эти частицы, фиксирует нейтрино. Здесь на Байкале, на глубине определенной стоят эти чувствительные приборы. А нейтрино проникает всюду и везде, но это не частицы Бога тоже. Частицу Бога нельзя зафиксировать. Изобретениями человеческими, потому что это от людей, а не от Бога. Бог неуловим. Его можно только открыть в себе. Приборами он неуловим. Никакими приборами.